Глаза щенка еще были закрыты, но он все чувствовал любимую маму, своих братьев, сестер. Он слышал биение их сердец, и от этого ему становилось тепло и спокойно, а благодаря заботе и любви матери он чувствовал себя счастливым. Когда его поднимали теплые, ласковые, сильные руки и прижимали к себе, он слышал стук еще чего-то сердца, большого, уверенного. Его собственное стучало совсем не так, как это, даже не так, как мамина. Щенок всегда слышал его громче, но иногда оно звучало с перебоями, словно замирало на несколько мгновений. А когда он волновался, оно начинало торопиться, и тогда малышу становилось неуютно. Только вот в отличие от остальных его сердечко никак не хотело стучать ритмично. Оно иногда будто спотыкалось. В такие моменты малыш понимал, ему не хватает воздуха. Но все быстро проходило, и он вновь был счастлив, любил весь окружающий мир, которого по-прежнему так и не видел. Голоса людей, как и их руки, дарили те же самые чувства, от них веяло уверенностью и надежностью. Таким образом, к нему приходило понимание, что его любят. Через некоторое время он начал видеть. Это было такое счастье. Его мама оказалась большой и красивой овчаркой с темной и густой, переливающейся шерстью, а люди были просто огромными. Он не мог вдоволь насмотреться на них, потому что ему было еще сложно держать голову так высоко. Но когда его брали на руки, он встречался взглядом с любящими и ласковыми глазами, и сердечко радостно билось. Щенок слышал, что это была его хозяйка, так называли ее люди. Он чувствовал, что от нее исходят нежные лучики любви. Песик как мог говорил ей о своих чувствах. Однажды появились другие люди. От них исходило совершенно иное, что-то страшное и неприятное. Их запах нес опасность и еще что-то, в чем малыш пока еще не мог разобраться. Но его чуткое сердечко застучало быстрее, сильнее и с длинными перебоями. Голос большого человека был резким и грубым. Щенок все слышал и понимал. Мужчина поднял его на руки, бесцеремонно покрутил во все стороны и прислушался к его сердцу. А потом отдал хозяйке и вынес свой вердикт. Щенок этот нестандартный, под критерии не подходит. У него больное сердце, врожденная аритмия. «Брать его я не буду», — воскликнул мужчина. Человек говорил еще и еще про то, что маму щенка он давно знает. А она знаменитая и породистая, всегда берет призы на конкурсах, а потому всех ее щенков он заберет. Из них вырастут отличные овчарки, охранники и преданные друзья. Им выдадут документы. А этот... Потом мужчина грубо позвал малыша и сообщал, что его-то и оставили зря. Надо было топить сразу, как родился. Он никому не нужен, больной и неподходящий под параметры. Если хозяйка хочет, то он умертвит его сам. Мужчина понимал, что ей уже будет тяжело это сделать, поэтому готов был взять эту тяжелую ношу на себя. Щенок понял, что его внутренний моторчик совершенно затих. Это страх сжимал сердце в железные тиски. Ему вновь не хватало воздуха. Но теплые руки хозяйки прижали его к себе. Голос был спокойным, но твердым. «Я не отдам этого щенка. Остальных тоже не отдам», — решительно произнесла хозяйка. Мужчина посмотрел в ее глаза и молча направился к выходу. И маленькое сердце опять радостно забилось. Страх отпустил. Потом приходили еще люди. Его братиков и сестренок забирали. Страха уже не было. Эти люди не несли угрозы, но его никто не брал, и все чаще малыш слышал, что его нужно было умертвить. Он серьезно болен, и дефект у него врожденный, а значит, не лечится. Шершавый мамин язык вылизывал его, успокаивал, и щенок не боялся. Мама и хозяйка рядом, а значит, опасности нет. Он так и не понимал, почему все говорят, что он дефектный. Его любили, и это было главное. Когда пришли за последним щенком, малыш вновь услыхал про свою неполноценность. Опять прозвучала жестокая фраза «надо усыпить». Сердечко затрепетало, застучало от страха и приостановилось. Щенок не помнил, чем все закончилось. К жизни его вернули руки хозяйки, массажировавшие его тельце. Тихий голос уговаривал его жить,
потому что он особенный и прекрасный. Когда он подрастет, его отвезут к хозяйкиной маме в село. А там теплое коровье молочко, свежий воздух и тишина. Ему обязательно станет лучше. Он справится. Он перерастет. А усыплять его хозяйка не позволит. Все будет хорошо. От этих слов щенку становилось и правда легче. А теперь, когда он остался один, мама все свое внимание отдавала только ему. Малыш постепенно рос и понимал, что его зовут Грей, он овчарка и он красавчик. Так говорила ему хозяйка, а он ей верил. Дорога в село ему не понравилась. Слишком много новых запахов и впечатлений. От машины пахло резко. Громкий звук мотора приводил щенка в ужас. Сердечко стучало чаще обычного, а перебои были дольше. Он плакал и скулил. Мама осталась далеко, но хозяйка опять говорила и говорила. И от ее голоса малышу стало легче. Грею понравилось в новом доме. Появилась другая женщина, это была мама хозяйки. А она была доброй и ласковой. Женщина любила, когда он приходил и усаживался на колени. Ее все называли бабушкой. Руки были у нее в точности, как у самой хозяйки. Когда она гладила пушистую шерстку, Грей закрывал глаза от удовольствия и верил, все будет хорошо. Парное молоко действительно было очень вкусным, как мамино. Бабушка давала мясо сначала вареное, а затем и вовсе сырое. Это была настоящая взрослая еда. Грей почувствовал себя сильным и мужественным. Ему так хотелось стать таким, как мама, чтобы им гордились и восхищались те, кто его любит. Грей был еще подростком, правда, очень красивым и умным. Домашний уход, полезная еда и прогулки помогали ему оставаться здоровым и сильным. Сердечко редко напоминало о себе. Иногда казалось, что его слишком много, а места для него мало. Но щенок не думал об этом. Вся его жизнь теперь принадлежала бабушке. Он понимал, что за нее он готов на все. Они друг друга любили взаимно и безоглядно. Во дворе были кошки. Грей быстро нашел с ними общий язык и подружился. Иногда они спали все вместе на шелковой траве. Кошки вылизывали его нос, как это делала мама, когда он был маленький. Никто не догадывался, что маленькое сердце с каждым днем становилось действительно больше. Ему очень хотелось жить, и он старался изо всех сил, чтобы не подвести своих людей. Хозяйка часто навещала своего любимца. Она радовалась тому, как растет малыш вместе с женщиной. Приносился запах мамы, и щенок понимал, что у той все хорошо. А значит, все будет хорошо и у него. Большое сердце утихло и не беспокоило. Но только разве что иногда оно, казалось, просто спешит жить. Люди говорили об аритмии, слабой и больших размеров, а он им не верил. Он верил только одному: все будет хорошо. К сожалению, однажды случилась беда. Глухой темной ночью замкнула проводка в тесном коридорчике. Появилось открытое пламя. Деревянный дом был старым. Огонь быстро поглощал все, что попадалось на пути. Сердечко забилось тревожно и быстро. Молодой пес не понимал, что происходит. Почему не встает его бабушка? Тем временем комната начала наполняться едким дымом. Видимость равнялась нулю. Грей стал громко лаять, призывая хозяйку проснуться и скорее бежать. Он стаскивал тяжелое одеяло зубами, тормошил лапами бабушку. Ему удалось это сделать. И теперь пожилая женщина не понимала спросонья, что происходит. Она металась по комнате, но двери уже захватило пламя. Выход был отрезан. Тот, кого при рождении называли нестандартом, волновался и размышлял, как поступить. Оценка обстановки заняла секунды. Не зря он был сыном своей матери, побеждавшей на выставках. Пес своим крупным телом разбил окно. Осколки впились в грудь и морду, из лап текла кровь, но он этого не замечал. Там, в сплошном дыму, его человек не мог найти выход и натыкался на все, что стояло на пути. Грей заливался лаем, а бабушка двинулась на голос собаки, указывающий ей путь. Растерянность прошла, женщина смогла вылезти из разбитого окна. Нестандартный пес мог вздохнуть спокойно, он спас ее, а она в безопасности.
Но этого-то он сделать и не смог, грудь словно разрывалась изнутри, сердце бешено колотилось, и пес ничего не мог с ним поделать. Оно разрасталось в середине, и Грей это чувствовал, как и то, что это его последняя минута рядом со своим человеком. Из последних сил он встал, хромая, спотыкаясь. Он подошел к лежащей женщине. Со всех сторон уже бежали люди, тушили пожар кто чем мог, несли пледы, одеяло, чай для бабушки и воду для собаки. Смотрел на плачущую любимую женщину затухающим взглядом. Он понимал, что внутри продолжает расти его сердце, не успевая перекачивать кровь. Он не чувствовал боль от кровоточащих ран. У него ничего не болело. Он просто сожалел, что так мало пробыл рядом. Одновременно с этим его переполняла благодарность к людям, которые выходили его, нестандартного пса, не подходившего ни под какие критерии для выставок. Они любили его просто так, не из-за медалей и грамот. Он бы очень хотел побыть с ними подольше, но понимал, что это конец. В последний раз лизнул соленую щеку, вздохнул, глядя в любимые глаза, и ушел. Пожилая женщина до последнего не желала принимать случившееся, все баюкало его тело, приговаривая, что он красавец и любимчик, и все будет хорошо. А потом зарыдала в голос, громко, как если бы потеряла сейчас самого близкого человека. Все молчали, никто не в силах ей помочь. Маленькое больное сердце любило до последнего вздоха. Оно отдало себя, чтобы спасти хозяйку, и ни о чем не жалело. Пес повторил бы это еще много раз, если бы была такая потребность. Может быть, это маленькое слабое сердечко родилось и выжило лишь для того, чтобы спасти того, кто любил его, нестандартного, никак не подходившего под какие-либо параметры. Дорогие друзья, если вам понравилась история, подпишитесь на канал и оставьте комментарий под видео. Будьте здоровы, до свидания.